Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами посетим Бахчисарайское водохранилище. Я наконец-таки до него доехал. Конечно же, я смотрю и уже вижу, насколько оно хорошо смотрится, потому что оно практически полное. Сейчас мы здесь прогуляемся, посмотрим вообще как обстановочка, и все я вам буду рассказывать. Но вы, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. И теперь перейдем к просмотру. Ну а хотелось бы, конечно же, начать с красивых садов, которые и окружают город Бахчисарай. Вокруг него очень много садов, которые в данный момент начинают цвести, и буквально через неделю все эти сады будут переливаться прекрасными красками. Так, и сразу что мы можем увидеть интересного, что на этом водохранилище две плотины. Это у нас одна, как вы видите, воды очень много. Ну и вторая, естественно, виднеется в той стороне. Мы сейчас на нее тоже с вами попадем. Но для начала посмотрим здесь обстановочку. А находится Бахчисарайское водохранилище недалеко от города Бахчисарай. И строительство плотины началось в 1927 году в низовьях Балки Эгиз-Аба. И в 1935 году объект был введен в эксплуатацию. Вот мы и пришли на другую плотину для того, чтобы посмотреть интересные гидросооружения, которые здесь и расположены. А еще в 1982 году провелась реконструкция, и его емкость была увеличена почти до 7 миллионов метров кубических. Размер водоема 700 метров на 900. Глубина в Бахчисарайском водохранилище достигает до 16 метров. На данный момент Бахчисарайское водохранилище заполнено на все 100%. Ранее использовалось как источник питьевой воды и для сельскохозяйственного использования, в основном для орошения, но на 2021 год используется только для сельскохозяйственных нужд. Плотина на Бахчисарайском водохранилище земляная, длиной более 1 километра и шириной 7 метров, а высота почти 21 метр. Водохранилище имеет естественный сток и является наливным водохранилищем. Насколько я выяснил, рыбалка на этом водохранилище платная, но куда платить я не нашел. Было пару дворов, которые стояли возле этого водохранилища, но там был забор и, естественно, на территории собаки. Я постоял, собаки погавкали, но никто ко мне не вышел для того, чтобы ответить на мои вопросы, сколько здесь стоит рыбалка и вообще как это здесь все происходит. Но будем надеяться, что ближе к лету я это все более точно выясню. А еще мы с вами попадем на гидротехническое сооружение, откуда и берет свое начало подводящий канал к этому водохранилищу. Ведь нам надо посмотреть, как там обстоят дела и поступает ли вода в это водохранилище на данный момент. А это у нас водовыпускное сооружение. Представляет собой бетонный тоннель прямоугольного сечения. Длина его 479 метров. И вода сбрасывается в реку Кача. А у канала максимальная пропускная способность 3 метра кубических в секунду. Ну а теперь, конечно же, нам надо это посмотреть поближе. Мы сейчас придем уже пешком и все будем рассматривать. Вот мы и спустились к водосбросному каналу, чтобы посмотреть, что за вода в нем, и неужели идет сброс воды из Бахчисарайского водохранилища. Ну нет, благодаря присутствию течи в этих сооружениях вода сама просачивается, и на данный момент сброс не производится с Бахчисарайского водохранилища. Ну и как мы уже были на многих с вами гидротехнических сооружениях, и кстати там везде тоже, была небольшая течь воды. Это значит так надо, это допустимые нормы этой течи воды. И прямо здесь, друзья, под плотиной я встретил цветущий сад и решил вам еще показать одно место с прекрасными цветами. Все-таки в Крым уже пришла весна, и это можно понять по цветущим садам. Приехав на гидротехническое сооружение, я здесь увидел прекраснейшие скалы Бахчисарая и решил их показать вам. Кстати, здесь неподалеку есть прекрасная туристическая тропинка, по которой можно забраться наверх и полюбоваться прекрасными видами в Бахчисарае.
Наполняется Бахчисарайское водохранилище по подводящему каналу прямоугольного сечения. Длина подводящего канала 5500 метров. Его максимальная пропускная способность 3 метра кубических. И начало этого канала начинается на гидротехническом сооружении 4 на реке Кача. И в данный момент из реки Кача вода не подается в Бахчисарайское водохранилище, потому что оно, как я уже говорил, заполнено на 100%. Ну а теперь мы, друзья, с вами подойдем к самой реке Кача и посмотрим, насколько много в ней идет сейчас воды по руслу. Ну а это мы сейчас приближаемся к затворам, которые открывают при случае надобности для подачи в Бахчисарайское водохранилище воды. Но в данный момент, как мы видим, они перекрыты. Ну и естественно немного просачивается через них вода. Ну и вот, друзья, сама река Кача. Вот таким вот потоком вода и идет по этому руслу реки. Кстати, выше по реке находится еще одно водохранилище. И называется оно Загорское водохранилище, на которое мы попадем как-нибудь в другой раз. Но еще мы здесь по территории прогуляемся и посмотрим, как оно здесь все построено. Ну вот мы с вами и разобрались, как все-таки вода и попадает в это Бахчисарайское водохранилище. И, конечно же, давайте все-таки вспомним, благодаря кому и с каким умом было все это построено. Именно благодаря Советскому Союзу в те времена делались такие проекты, чтобы благодаря минимальным затратам и силам можно было заполнить целое водохранилище при помощи открытия обыкновенного шлюза. И вода самотеком в него приходит. А это мы с вами пришли на мост, который идет через реку Кача, для того, чтобы посмотреть, насколько сильный идет поток в данный момент у этой реки Кача. Что, друзья, надеюсь, видео вам понравилось. Об этом я могу узнать только из ваших комментариев. Пишите комментарии, я тоже напишу свой комментарий, где оставлю вам ссылочку на мой Яндекс.Дзен. Если что, заходите и подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Мало ли чего в жизни бывает. Конечно же, друзья, вам всем огромнейшее спасибо за вашу поддержку, ваши комментарии и лайки. Конечно, всем, друзья, добра и мира. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!